Ролик спонтанный, записываю уже после сборки и перед отправкой заказчику. Если нужно больше подобного контента, либо такой не заходит вовсе, то был бы рад адекватному фидбэку в комментариях. Сегодня у нас короткий отзыв вот на такой корпус. Это форма Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0. Плата же от MadAir+. При сборке столкнулся с некоторыми проблемами. Первое и основное — это основные микрики. Оптика Omron после сборки стала сенсорной, и пользоваться мышкой было невозможно. Пришлось использовать японские Omron с усилием в 1,47 ньютона. Это условные 150 грамм, и это вдвое больше, чем у 99% микриков, у которых в среднем до 80 грамм усилия на нажатие. На мышке нет разводки под механику, поэтому с помощью проводков подпаялся к нужным контактам и заизолировал проводники. Схема пайки механики под оптику будет где-то тут на экране. В данном конкретном случае не шла речь о подборе одновременно пары и по звуку, и по тактильности. Хорошо, что вообще получилось подобрать тактильно похожие микрики под такой корпус. Игрался с разным расположением пружин. Также пробовал вовсе без пружин. В итоге лучшим вариантом оказалось то расположение, которое было в видеоинструкции. То есть вот здесь по краям. Звук пружин, конечно, такое себе, но тактильность решает. Добавил металлические накладки на толкатели, так как с завода толкатели кривые, а шлифовать их не получалось. Где-то здесь будет фотка с металлическими накладками. В итоге клик основных кнопок вполне себе вменяемый. У панелей нет тактильного сайд-тревела, однако есть лютый пре-тревел, а также пост-тревел. Причем панель плотно прижата к микрику. Я пробовал как с шершавыми толкателями, так и с металлическими накладками. Пре-тревел абсолютно одинаковый. Оставил металлические накладки, чтобы толкатель микрика не изнашивался раньше времени. К сожалению, с данными недостатками я что-либо сделать не могу. У меня тупо нет точек соприкосновения, где я мог бы на что-то повлиять. Также повозился с направляющей деталью колеса. Пришлось нормально так вышлифовывать, чтобы она села на микрик полностью, не цепляясь за компоненты платы. Где-то на фото будет обведено красным, что нужно сошлифовать. Пришлось немного отшлифовать внутри, где крутится сама втулка колеса, ну и добавить смазки, конечно. Сама концепция на самом деле довольно-таки интересная и заслуживает свое право на существование. Болванка колеса не люфтит и функционирует отлично. Боковые кнопки отличные. Тут применяется система, где не панели боковых кнопок подгоняются под плату и микрики, а наоборот. Микрики подгоняются под готовые боковушки. Похоже, я снимал про Terra Pro, когда-нибудь я досниму остатки и смонтирую ролики по ней. Покрытие вызвало у меня двоякие чувства. Оно вообще не маркое. Мышка хорошо выглядит даже после моих всегда влажных ладошек. В сухих руках оно достаточно цепкое, но во влажных руках мне было немного некомфортно. Тут нужны грипсы, либо уже шлифовать и красить. Ну и кстати, это покрытие не стоит протирать влажной салфеткой, потому что покрытие цепляет нити из салфетки, и мышка после протирки будет, так скажем, волосатой. Для протирки подходит только микрофибра. По общей прочности и геометрии. Мышка не скрипит, не прогибается по бокам. В этом плане все отлично. Однако мне в руки попал экземпляр с очень кривой геометрией. Правый нижний угол очень сильно не доставал до поверхности коврика, и у меня было несколько вариантов решения подобного. Это либо подкладывать много-много слоев чего-нибудь под ножку, чтобы нивелировать эту высоту, либо физически воздействовать на корпус. В итоге я скрутил корпус восьмеркой, пришлось знатно так поиграться, но в итоге мышка стоит на столе, на стекле, на любой твердой поверхности ровно, без каких-либо дополнительных прокладок под точками. Так как в мышке не менялся заводской аккумулятор, пришлось мудрить с его расположением в корпусе. Вариант, как в видеоинструкции, где он приклеивается параллельно корпусу и поверх платы, не подходит, потому что он не помещается по ширине, а также сильно страдает баланс. Пришлось расположить его на стойках и зафиксировать клеем T7000. Баланс постарался свести у центра мыши, не посередине боковых кнопок, потому что они уведены вперед. Кстати, как один из вариантов использования, это полностью убрать аккумулятор и использовать мышку чисто как проводную. Я изготавливаю кабели на заказ. Огромное количество различных расцветок. Большой выбор разных коннекторов, как металлические, так и пластиковые. Мышку можно ощутимо так облегчить, ну, либо использовать с абсолютно большим количеством других девайсов. Поддержкой 8К и прочими прелестями. Ссылочка будет где-то тут в описании.
Возникла проблема с лодом. Даже на максимальном лоде в 2 мм сенсор не дотягивался до поверхности. Пришлось на 3D принтере печатать проставки и подкладывать между платой и стойками. Производитель в своем дискорде заботливо приложил STL-файлы на такой случай. Ну и после установки проставок при лоде 2 мм сенсор стабильно работает на всех поверхностях. Мне пришлось использовать прокладки только вот с этой стороны в 0,5 мм. После первых примерок и возни с подгонкой я на самом деле был крайне недоволен данным модом. Меня раздражало, что чуть ли не каждый аспект нужно дорабатывать напильником. Ну и подбешивало, что не получалось пофиксить геометрию корпуса. Однако, спустя некоторое время я немного прикипел даже к итоговому результату. Достаточно долго пользовался Pro IntelliMouse, руки помнят, так скажем. Ну а тут еще и вариант с низким весом. Ну и важно понимать, что это напечатанный корпус. Эта лотерея еще больше, чем в современных китайских мышках. Я вполне допускаю, что конкретно мне приехал корпус с кривой геометрией и гуляющими толщинами стоек для платы. Что могу сказать по итогу? Ну, если вы не самый везучий человек на свете и вам приедет экземпляр, подобный моему, то должны сойтись некоторые факторы. Смотрите это. Наличие инструмента, то есть отвертка, бурмашинка с разными насадками, паяльник, пинцет, многое другое. Это наличие 3D принтера, чтобы напечатать проставки для платы. Это наличие клея и прочих расходников, таких как металлические накладки на толкатели основных кнопок, алюминиевая лента, микрики на замену оптики, также тонкие проводки для распайки контактов. Нужна хорошо развитая мелкая моторика рук для использования пинцета. Если у вас пальцы колбаски и вы никогда не возились с мелочами, то мир узнает от вас довольно много новых матерных слов. Также это умение дозировать усилия своих рук. Оно понадобится, чтобы, например, скрутить корпус, если понадобится, и не сломать корпус пополам. Нехил такой список, не правда ли? Отсюда и вывод. Эта мышка, этот корпус только для энтузиастов. Только для людей, которые 20 лет сидят на этой форме и физически не могут пересесть на что-то другое. Если существует готовый вариант, где автор мода сам соберет мышку и отправит ее вам, то рекомендую брать именно его и заплатить дополнительные деньги. Если покупать чисто мод для самостоятельной сборки, то будьте готовы к тому, что что-то пойдет не так и придется знатно повозиться. Ну а по итогу мы получаем на самом деле уникальный продукт, аналогов которому я на рынке сейчас не вижу. Мышка с легендарной формой IE3.0, с низким весом, где-то в 43 грамма при аккумуляторе 500 мАч, с хорошей начинкой и необычным внешним видом. Такое редко где встретишь. Дальше саундчек, господа. Бывайте.